Всем привет! Меня зовут Вика. Давайте посмотрим новый расклад Таро для мужчин. Ваша долгожданная женщина. Сегодня такой романтический будет у нас расклад. Как всегда, настраивайтесь на расклад. Для энергообмена ставьте лайк. Подписывайтесь на мой канал. Делитесь видео с друзьями и смотрим, в каких энергиях вы сейчас пребываете. Ой, как вам хочется романтики. Вы настолько вот истосковались, уже изголодались, да, вот по женщине, именно по женской ласке, да, и потом же интиму. Потому что может проигрываться, что вот вы какое-то время, даже вот реально, даже от интимных каких-то моментов, вы, ну, может быть, даже сознательно вы как-то отгораживались, потому что вот вы любите одну единственную. Вы любите, когда у вас есть пара, когда у вас одна женщина. Вам не нужно распыляться. Вы не из тех мужчин, которые будут менять женщин как перчатки. Вам очень хочется женщину, которая станет именно вашей второй половиной. У некоторых может проигрываться, что вы уже начали вот активные поиски, какие-то вот активные знакомства, да, кто-то в интернете это делает, кто-то в жизни знакомится, но вот вы еще находитесь вот именно в процессе кастинга. Вы очень заботливый человек, очень внимательный к женщинам, вы умеете себя вести, вот именно такие, знаете, джентльменские, что ли, наклонности. Вот если нужно, вы всегда и плечо подставите, вы поможете. Причем вы такой человек, что вы поможете даже чужим людям, не только своим там родственникам и друзьям. Вы будете помогать всегда и везде. Вот такая вы вот широкая, открытая душа. Вы очень любите детей. Даже если у кого-то из вас еще нет детей, то вы, ну, как бы ждете их с нетерпением. Вам бы хотелось, наконец, чтобы у вас родился малыш. У кого же из вас есть уже ребенок, то вы настолько вот хороший, заботливый папа, да, вот вы стараетесь и как можно больше времени проводить, ну, если, конечно же, если бывшая этого позволяет, ну, то есть вы любитель деток. Так, что еще у вас проигрывается? Вы очень сильный человек. Ну, я имею в виду морально, да, и морально, и физически вы сильны. Если вам что-то надо, вы горы свернете, чтобы достичь своей цели. Но вот личная жизнь пока у вас как-то, ну, не очень ладится. Да, вы в процессе знакомств каких-то, вы можете флиртовать, вы можете переписываться с кем-то. Но, тем не менее, у вас еще есть опасения, а вдруг не получится, а вдруг меня предадут. Вот эти вот а вдруг, они очень глубоко и плотно сидят у вас внутри. Вот в вашей голове, в душе, в сердце они сидят. Плюс еще, знаете, вот есть такой момент, когда вам хочется вроде бы красивую женщину, да, ну, конечно же, хочется любому мужчине красивую женщину, но никто не откажется, правда? Но есть такой момент, что вот, ну, опасения, что ли. Если бы у вас появилась новая красивая женщина, то ее могут увести, она может предать, она может опять где-то обмануть, да, вот такие моменты. Здесь и ревность проигрывается, вы такой еще собственник, ревнивец еще тот. Вы довольно страстный мужчина, вы любите и умеете как бы интимом заниматься, но причем умеете так хорошо, на высшем пилотаже. Но опять же вы это делаете только если у вас есть любимая женщина. Вы не будете, вот даже если кто из вас, потому что, да, вот общий расклад, даже если кто из вас ходит иногда налево, там, для здоровья, так скажем, вы не будете так стараться, как это делаете с любимой женщиной. Вот эти все однодневные девочки, ну это совершенно не то, и вы это прекрасно понимаете. Напишите в комментариях, я права или нет. Так, давайте-ка смотреть, что же будет дальше. Появится ли ваша долгожданная? Что будет дальше в вашей личной жизни? Ваш подарок небес. У вас появится женщина, вот это будет реально как какой-то вот жизненный шанс, что ли. Вы ее окружите такой заботой,
настолько вот вы, знаете, как изголодавшийся, вот я даже не знаю, вот с чем это можно сравнить, вот какой-то даже отцовской заботой ее окружить. Это будет брюнетка, она будет моложе вас, она стройная, она хорошенькая собой. Но в чем-то даже вот она мне наивную девочку напоминает, хоть она и взрослая, да, но вот она, ну, в каких-то, может быть, своих поступках, своих проявлениях, вот она будет как девочка. Вы на нее будете, ну, во-первых, вы старше, да, вы будете смотреть на нее иногда такими глазами, да, по 5 копеек, что что же ты чудишь, сколько тебе лет, что же ты вытворяешь, да, ну, в таком, в хорошем плане, да, вот наивность какая-то, и она иногда будет вас поражать. Вы будете с ней ходить на разные, ну, я не знаю, там, это компании, на какие-то, может быть, там, концерты, развлечения, да, ну, то есть вы с ней будете такую вот и светскую жизнь вести. Я не говорю, что вы в 4 стенах будете сидеть, нет, потому что она любительница, ну, где-то вот пройтись, прогуляться, да, вот, ну, не сидеть в 4 стенах, она не домоседка однозначно. Так, что же еще у вас с ней будет? Вы будете, боже, как вы будете плясать под ее дудку? Вот, ребят, ну, честно. Вот многие сейчас, конечно, могут сильно удивиться, могут возмущаться, да никогда в жизни, да не буду я ни под чью дудку плясать, но поверьте, вы влюбитесь, вот она станет вашей новой королевой, вот она реально будет ваша вот королева, императрица, да, которую вы сами захотите холить, лелеять, куда-то водить, возить, да, ну, по мере своих возможностей, конечно. Вам будет даже в радость исполнять какие-то ее хотелки. Вам будет в радость просто с ней вот пройтись, прогуляться. Вы будете сами кайфовать от того, что вы чувствуете. Вы знаете, есть такой момент в психологии, когда мужчина, да и женщины в принципе, любой человек, мы сейчас в общем берем, очень дорого стоит то ощущение, которое мы испытываем рядом со своим партнером. Вот когда нам хорошо с человеком, да, когда ты чувствуешь себя уверенным, когда ты чувствуешь себя мужчиной настоящим, когда ты знаешь, что ты нужен, тебя ценят, и ты это ощущаешь, это дорогого стоит. Вот именно это ощущение. Мужчинам вообще по вашей психологии, да, по мужской психологии, очень важно чувствовать себя нужным, да, для кого-то стараться, знать, что тебя любят, что тебя ценят, что то, что ты делаешь, это сделано не зря, да, вот ты убил мамонта, грубо говоря, ты принес его в пещеру, тебя оценили, похвалили, да, там поцеловали и так далее. То есть вот такой момент. Поэтому с этой женщиной у вас будет такое ощущение и нужности, и то, что вы делаете не зря, потому что у вас будет с ней отдача. Вот вы будете стараться для нее, да, она в свою очередь будет тоже делать вам какие-то и приятные сюрпризы. Она будет вас чем-то удивлять, она будет для вас стараться, да, вот ухаживать за собой. Потому что вот, знаете, еще проблема некоторых женщин, несмотря ни на что, вот не все женщины почему-то стараются за собой ухаживать. Это такой большой момент, который, ну, я не могу упустить, и это важный момент, да. Потому что вот как-то так начинается, вот пока отношения в начале еще, да, вот начало отношений, когда начало семьи, женщины еще более-менее за собой ухаживают, потом как-то расслабляются, и уже, ну, по типу он никуда не денется. Хотя, кстати, есть момент, что и мужчины точно так себя ведут с женщинами, ребята, это тоже возьмите на заметку. Почему-то некоторые мужчины тоже, когда уже отношения сформировались, тем более, если уже есть брак законный. Через какое-то время мужчины тоже, бывает, расслабляются и ходят там в растянутых трениках на коленках, да, в каких-то, я не знаю, там рваных трусах, грубо говоря, не бритые, не мытые, с потными подмышками. Ну, то есть вот эти все моменты, да, вы понимаете, о чем я говорю. И получается, что вот люди смотрят, партнеры, друг на друга, да, и они со временем просто, ну, уже не хотят друг друга. Напишите, есть у вас такой момент в жизни, был ли такой момент? Потому что это очень важно, да, вот я именно
остановилась на этом, потому что, ну, чтобы вы не делали ошибок, если кто-то такое делал раньше, чтобы в дальнейшем в новых отношениях вы не делали подобных ошибок. Нужно всегда себя держать в форме, да, всегда нужно как-то следить за собой, и всегда нужно помнить, что вокруг есть мужчины и женщины. Это касается абсолютно всех, да, вот. А потом начинают возмущаться, а почему измены, а почему то, а почему все, да. Здесь такой очень колкий, острый такой момент, когда ты видишь дома партнера, да, я немного отступила, уж простите, да, но это такая тема довольно больная для многих. Смотрите, когда хоть мужчины, хоть женщины, я сейчас обо всех говорю, когда ты смотришь на партнера, который дома неухоженный, там, я не знаю, с грязной головой, от которого потом пахнет, там, грязная рваная одежда, ну, подобные вещи, да, ну, не хочется, вот даже в интимном плане. Ты теряешь какой-то интерес, ты теряешь вообще какие-то, ну, я не знаю, даже чувства ты постепенно теряешь, потому что, ну, человек своим неряшеством начинает неухоженностью отталкивать. И я это всегда говорю и женщинам, и мужчинам говорю, следите за собой. А у нас как-то получается, что женщины дома не очень-то ухоженные ходят, зато на улицу она королевой выходит. Да? Получается, на улицу для чужого дяденьки она красится, она делает прическу, а дома там с мужем, с гулькой, да, в каком-то рваном халате. Ну, то есть вот такие моменты, это очень важны. Поэтому, ребята, всегда нужно помнить, что на вас также смотрят женщины. Вот когда у вас появится та единственная, старайтесь тоже ухаживать за собой. Вот она будет ухаживать, ваша вот эта новая пассия. И вы, конечно же, следите и побрейтесь там лишний раз, и помойтесь, примите душ. Ну, то есть вот эти все моменты, но это вроде бы банальность, но это настолько важно в отношениях. Сколько женщин рассказывали, вот случаи были, что вот говорит, я смотрю на мужа, да, вот вроде бы я его люблю, но я его не хочу. Он настолько неряшливо, неопрятно выглядит, что говорит, ну я скорее пойду куда-то где-то налево-направо, но я не могу. У меня просто отторжение, у меня отвращение. Он ложится спать, он душ не принимает, да. Он в грязных трениках ходит по дому, да, с коленками вытянутыми. То есть вот такие моменты, это я сейчас такой один из миллиона пример вам привела. Я думаю, вы прекрасно поняли, о чем я. Поэтому, смотрите, с этой женщиной у вас проигрывается законный брак. Немного я так отступила от темы, но будем заканчивать. Законный брак, причем, знаете, что немаловажно в этих отношениях, вот вы, даже когда будете уже в браке, вы все-таки продолжите быть с ней джентльменом. Вот вы будете делать какие-то поступки красивые, вот именно мужские, да, тот же букет цветов неожиданный, те же какие-то романтические сюрпризы, может быть, поездки, ужин при свечах, да, вот такие моменты вы будете и дальше продолжать делать. Причем вот еще такой момент, когда у вас в жизни будут какие-то, может быть, то ли проблемы по работе у кого-то, может быть, кто-то себя плохо чувствовать будет, вот она будет вашей надежной опорой. Вот она будет именно тем таким хрупким, но надежным плечом, которое она вам подставит. Проигрывается даже у некоторых дети могут быть. Да, здесь законный брак однозначно идет. Могут быть даже дети. Причем вот как-то вы будете, ну, все делать с этой женщиной абсолютно в унисон. Не так, что, допустим, мужчина все тянет, да, все заботы, все проблемы, все финансы по работе, а женщина это только принимает. Нет. Вот вы будете вместе вот все тяготы жизни переносить, вы будете вместе решать проблемы, вы все будете делать вместе. И это, ну, это потрясающе. Я по-другому не могу даже сказать. Поэтому, ребята, вот такая будет у вас долгожданная женщина, которая хороша, ну как ни крути, со всех сторон. Она будет потрясающая, чего я вам всем и желаю. Вот такой был расклад. Кому понравился, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, делитесь видео с друзьями. И всем пока!